Как часто вам удается достигать звучания бочки и баса, сопоставимое с вашими любимыми музыкантами? Для получения желаемых звуков необходимо знать основы синтеза, развивать слух и уметь пользоваться обработкой. В этом видео будем учиться накручивать необходимый звук, воссоздавая бочку и бас известного хаус-музыканта Black Coffee. Привет, коллеги! На связи Константин Макаров и, как обычно, посмотрим на музыку изнутри. И для начала послушаем, как звучит оригинал. У него очень длинное однообразное начало. И, собственно, вот этот кусок, точнее часть его, а именно бочку и вот этот характерный бас, мы и будем сегодня пробовать воссоздавать. И начнем с бочки, предварительно отключив всю обработку. Я уже сделал кое-какой набросок, и здесь снова наш любимый DS-Kick. Конечно, такие звуки, как бочка, куда удобнее и, наверное, правильнее даже в какой-то мере накручивать в специальном синтезаторе, например, Kick 2. Но так как мы говорим только о встроенных инструментах Ableton Live, то DS-Kick вполне сгодится. И изначальный пресет звучит вот так. Далеко от оригинала, но общая суть похожа. И напомню, как звучит сам оригинальный изначальный пресет DS-Kick. Не очень похоже, поэтому пришлось внести некоторые изменения. Я опустил pitch на ноту F, сделал изрядно короче decay, envelope также существенно снизил. Нам не нужна пинающаяся бочка. Смотрите, как это работает. Этот параметр отвечает за изначальное первое звучание транзиента. Он его как бы компрессирует, сжимает, производит некий аналог ворпинга. И первый тычок этого кика начинает звучать существенно выше. Также я немного изменил значение атаки, потому что в нулевом значении звучание мне совершенно не подходит. Бочка здесь явно не с такой явно выраженной атакой. Ну и пойдем дальше по порядку. Конечно, в первую очередь это эквализация. Да, вот такая кардинальная, сильный подъем на 58 Гц, и сразу же поясню почему. Для этого нам поможет спектроанализатор. Послушаем бочку оригинал. Видите вот этот горб на частоте 58 Гц? Если убрать эквализацию, то наш изначальный кик не имеет эту гармонику. Видите, здесь не то чтобы совершенно пусто, но явно выраженного горба нет. Поэтому, чтобы хоть как-то компенсировать эту ситуацию, пришлось сделать такую эквализацию. Вообще для накручивания своей бочки, конечно, зачастую такая кардинальная эквализация совершенно не требуется. 58 Гц. Также большой, очень сильный вырез на 300 Гц. Это самая гудящая, бубнящая частота. И чтобы получить громкий, очень плотный кик, как правило, приходится изрядно вырезать в этой зоне. И сильно обрезан весь верх, потому что кик оригинал звучит очень глухо. И пока что на данном этапе кажется, что мы наоборот отдаляемся от того искомого звучания. Но не делайте поспешных выводов. Если посмотреть внимательно на бочку оригинал, она имеет вот этот некий призвук, который также слышен на низкочастотном диапазоне. Если хорошенько зациклить и прислушаться внимательно, по крайней мере в наушниках, то будет четко слышно, что вот здесь тоже играет на низах. То есть бочка как бы двоится. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем добавить дилей.
Но, конечно, не в режиме пинг-понг, обязательно нужно отключить эту кнопку, иначе у вас весь саб разлетится по стереопанораме. И просто вот с такими настройками, опять же 58 Гц, среднее значение ширины, здесь параметры я вообще не трогал. Повторения максимально быстрые по сетке, и также немного сместил, ну как немного, наполовину получается, что-то между значениями сетки. Плюс-минус на слух подбирал эти значения, и совсем немного dry wet. В итоге мы получаем звук, который начинает дробиться. Это можно услышать в наушниках, сделав погромче, внимательно углубившись в это звучание. Чтобы кардинально было понятнее, я просто добавлю dry wet. Но сейчас, я думаю, всем очевидно. Также, чтобы немного размазать весь звук и поместить его в пространство, мы добавим реверберации. И это гибрид Reverb, отличный инструмент, который теперь появился в Ableton Live 11. И это самый изначальный пресет с параметрами, которые уже стоят, когда вы просто загружаете этот инструмент на дорожку. И единственное, я здесь изменил значение вот этой ручки Blend, так, чтобы не было подмешивания от различных алгоритмов конволюционного ревербератора. И основная фишка, которую я здесь сделал, это увеличил предилей, так, чтобы звук начал размазываться, но при этом реверберация не была такой явной. Также может показаться неочевидно, поэтому просто увеличу dry wet. Теперь, я думаю, понимаете, что происходит. Также я изменил атаку. Изначально она звучала вот так, и звук не был таким размазанным, и, соответственно, реверберация только все портила. Теперь же два прибора, дилей и ревербератор, дают в сумме вот тот самый искомый эффект. И пойдем далее. Здесь уже займемся насыщением, немного овердрайва. Динамику я сделал здесь очень большую, потому что весь звук у нас должен быть насыщенным и перегруженным, чтобы появился некий низкочастотный рык на бочке. Ну и dry wet буквально на 10%. Также видите, что полосу я сделал довольно низко, на 128 Гц. И драйв, чтобы сильного перегруза не было, немного сбавил. Ну и, конечно, драмбас, куда же без него. Вот теперь бочка становится похожей на бочку. Здесь немного кранча, немного бума, значение frequency стоит на ноте D0. Ну, кстати, нота F0 нужно поменять. Драйв в режиме софт, компрессия, немного кранча, значение дамп не менял, транзиентов немножко добавил, чтобы тычок, изначальный транзиент, был более ярким. Немного бума, значение частоты на ноте F0, это 43,7 Гц в данном случае, и дикей примерно наполовину. Не забываем убирать dry wet, только подмешивать этот прибор. Иначе, если вы оставите 100%, то у вас получится что-то вот такое. Это будет слишком и перебор. И чтобы звук становился более похожим на оригинал, приходится использовать активную эквализацию. Полкой вверх сильно убран. Также снова 300 Гц немного прибраны. Ну и самый низ обрезан. Поверх этого всего еще есть групповая обработка. Это, конечно, обычная наша глю-компрессия, стандартный пресет Punch and Parallel, я его постоянно использую. Немного эрозии на верхах, что это дает?
некий эффект аналоговости, как будто бочка звучит, например, с виниловой пластинки. Ну и снова эквализация, чтобы постараться еще сильнее приблизиться к оригиналу. Здесь я сделал просто обычными Channel EQ, еще немного подобрал середину, а это значение в середине примерно вот 700-800 Гц я наоборот поднял. И давайте просто теперь сравним лоб в лоб. Что здесь я сделал? Я назначил автофильтр, чтобы на дорожке оригинала, вот в этом диапазоне, где начинает играть уже моя накрученная бочка, все, что ниже, в данном случае 300, примерно 320 Гц, срезалось. Ну, чтобы оставалась только бочка, и мы могли понять, насколько мы попали или не попали. Да, не совсем один в один, но саму суть, я думаю, вы уловили и примерно понимаете, как можно анализировать и подгонять звук каким-то своим любимым артистам. Также при желании можно добавлять какой-то щелчок, чтобы бочка становилась еще ярче. Это просто некий хай-хет и максимально снижен на 4 октавы. Здесь также фильтрация, ну, собственно, и больше никаких изменений. Ну и для контроля я поставил все это в моно. Но это уже некие вариации. Умение работать с референсами и учиться у своих любимых музыкантов может очень существенно помогать в развитии своего творчества. Этот, как и все остальные аспекты создания музыки, мы будем осваивать на грядущем бессрочном тренинге, который стартует уже совсем скоро. И если вам хочется быстро осваивать музыкальный продакшн, то смотрите информацию в подсказках и по ссылкам в описании. Там вы найдете короткий ролик, отражающий всю суть моего подхода, а также запись стрима, на котором я подробно объясняю все проблемы современной образовательной среды, предлагаю пути их решения, а также отвечаю на все вопросы. Старт совсем скоро, переходите по ссылкам, смотрите и присоединяйтесь, буду рад вас видеть в числе участников. Теперь давайте снова вернемся к оригиналу. И попытаемся воссоздать вот этот звук, вот этот характерный бас. Снова отключу всю групповую обработку. И также пойдем по порядку. Здесь я взял свой любимый Wavetable и использовал два осциллятора, точнее даже три. Генератор SAP, составляющий тоже здесь активен. В SAB ничего не изменял, буквально добавил гейн под 0 дБ. Изначальная MIDI партия выглядит вот так. На ноте И. Что же здесь сделано? Это обычный стандартный набор волн Basic Shapes и треугольная волна с изменением по варпу на 31%. На втором осцилляторе все точно так же. Единственное, я их расстроил. Здесь сделал минус 12, здесь плюс 12. Звучит вот так. Ну, конечно, здесь открывается, закрывается фильтр, ничего необычного. Срез покруче, тип фильтра SMP, немного драйва, ну как немного, наполовину даже больше. Таким образом выглядит основная огибающая. И матрица модуляции. Почти все параметры здесь зависят от положения основной огибающей амп. И изменяются вот по этому закону. А именно это положение в таблице волн на каждом из осцилляторов. Позиция осциллятор 1, позиция осциллятор 2. Примерно одинаково. Она как бы из треугольника переходит в пилу, но искаженную ворпингом. Ну и также фильтр открывается по этому же закону, вместе со значением резонанса. И еще LFO немного то открывает, то закрывает фильтр. Делается это для придания некого разнообразия, чтобы каждая новая нота баса звучала несколько иначе.
Если внимательно слушать, то можно заметить очевидную разницу. А без этого LFO звучит очень статично. Я думаю, абсолютно очевидно. Ну и вернемся к оригиналу. Опять же, что-то схожее, но не совсем то. Нам нужна обработка. И я ее, конечно, уже сделал, и также пойдем по порядку. Для начала здесь стоит Utility. Это просто контрольный прибор, который убирает все, что примерно ниже 180-200 Гц в значение моно, то есть выставляет посередине. Так как это бас, и допускать каких-то стереоэффектов на саб-частотах очень нежелательно. Хотя здесь и не было параметров унисон, тем не менее некоторые вот эти параметры, такие как смещение осцилляторов относительно друг друга, например, и также активированная кнопка поли могут давать все-таки некие искажения на низкочастотном диапазоне звучания. Двигаемся дальше. И это хорус, который можно применять и можно не применять. В данном случае я решил не применять, но все-таки покажу, как звучит с ним. То есть звук становится немного шире. Но, повторюсь, я решил его не применять, поэтому даже особо не будем рассматривать. Далее это Phaser Flanger, новый прибор, объединяющий фейзер и фленджер в одном. И здесь опять же ничего сверхъестественного, так как оригинал у нас звучит с постоянным таким плавающим эффектом, то как ни крути приходится применять приборы такого типа. Вот такой эффект он дает, побольше фидбэка, Amount 60, Rate на 3, чтобы плавало вот это все не так быстро. Вот таких эффектов не надо, здесь все очень текучее, поэтому рейт медленный. И да, в режиме фленджер. Далее еще один фейзер фленджер, но в данном случае в режиме фейзер, что еще сильнее добавляет некого движения нашему звуку. Но такой явный эффект нам не нужен, поэтому оставляю Dry-Wet 25%. Значения Mount, Feedback примерно такие же, но чтобы они звучали не синхронно, здесь я рейт поставил на значение 4. Далее снова любимый Overdrive. Здесь значение параметра динамика буквально до 20%. Делается это для того, чтобы только первые значения транзиентов, самое начало звука пробивалось сильнее, как бы перегружалось немножко, для того, чтобы лучше читаться. И Dry-Wet тоже 10-11 вот в данном случае процентов. С этим маленьким прибором звук становится существенно ярче. Ну и чтобы вспомнить, снова вернемся к оригиналу. Звук очень сильно погружен в пространство реверберации, поэтому и здесь мы тоже ее используем. Это обычный стандартный реверб. Как раз вот с этой обработкой здесь можно посидеть подольше и подобрать что-то очень близкое к оригиналу, но я не стал заморачиваться, я лишь показываю сам принцип. Далее некая корректирующая эквализация. Опять же 300 Гц, как видите. Все эти тяжелые частоты я стараюсь вырезать. Срезан контроль на низ, ну и больше никаких изменений. Она такая очень косметическая, звук становится почище и как бы потоньше. Ну и в данном случае глюкомпрессия используется не стандартно, а в режиме сайдчейна от бочки. Потому что сейчас мы будем смотреть, как это все вместе звучит. Суть
Суть примерно такая же, а после этого просто еще нужно будет делать изрядно много обработки, делать финальное сведение трека, делать некий стем-мастеринг, мастеринг и так далее, и в итоге получается вот такой кристаллизованный звук. В этом же примере мы накручиваем лишь тембры. И я здесь, конечно, произвел некую групповую обработку. Глюкомпрессия Punch and Parallel, стандартный пресет, и Erosion, ну я уже ее показывал. Немножко поярче и пособранней становится, если слушать на хорошем мониторинге или в хороших наушниках, разница будет слышна. Ну и как уже говорил, корректирующая эквализация. Это уже очень косметические моменты, которые можно строить еще долго и долго и находить какие-то более удачные значения, поэтому это все индивидуально. Также можно добавить щелчок. Ну вот так примерно получилось, насколько точно или не точно судить вам, но мне кажется, саму суть мне удалось передать. Таким образом можно снимать любые звуки с любых интересных качественных треков, таким образом тренировать свой навык и развивать слух. Ну а если вы хотите еще больше техник, то смотрите один из этих роликов.